Хочу вам представить гостя нашего собрания. Это Ленни Равич. Он приехал к нам из Хайфы. Из Тель-Авива, нет, извините. Вот. Это у нас первый наш коллега из Израиля. Я думаю, что многие из вас уже книжку-то читали, которая «Забавный случай на пути просветления». Вот. Мы попросили Ленни немножко рассказать про жизнь гештальт-терапевтов в Израиле, если это вам интересно, и потом рассказать про свой подход и вот про эту практику использования юмора в психотерапии и обучения этому. Мы сделаем перерывчик в середине, так чтобы вы могли задать вопросы. Подходит такое? Да. And maybe if we have time, we might do a little experiment with the humor. И если у нас будет время, мы можем сделать еще небольшое упражнение, касающееся юмора, если вас это... A little taste of what we're going to be doing at the workshop. Немножко, чтобы попробовать, вот, что Ленни делает, и то, что будет в среду на мастерской, на воркшопе. Потому что в среду еще будет с 6 до 9 будет еще небольшой воркшоп. Good afternoon. Добрый день. It's an honor for me to be here. Для меня честь быть здесь. When I received an invitation to come to Moscow, Когда я получил приглашение приехать в Москву, I accepted. я принял его. My daughter asked me why. Моя дочь спросила, зачем? Why are you going? Зачем ты туда едешь? And I said, at my age, Я сказала, в моем возрасте you never say no to anything. никогда нельзя говорить, никогда нельзя ни от чего отказываться. Because you never know Потому что ты никогда не знаешь, if you'll have a chance to do it again. будет ли у тебя шанс сделать это еще раз. Because every day Потому что каждый день, is my last. может, это мой последний день. Because one day Потому что однажды I'm going to be right. Right. Я буду прав. I live every day, my last day, because one day I'm going to be right. Okay. I would like to take you a little bit of a journey with my life. Я хочу вас пригласить, поделиться немножко моим жизненным приключением. And how my journey took me to Gestalt. Что меня привело в Гештальт. And where I am today. И где я сейчас нахожусь. I was born in a place called Hartford, Connecticut. Я родился в местечке в Коннектикуте. In the United States. В Соединенных Штатах. I began to study theater. Я начал изучать театр. And the reason I studied theater И причина, по которой я начал изучать театр, is because I was lying in bed and my pen just wrote theater. Потому что я лежал в кровати, и вот я просто увидел такую надпись «Театр». And I was not supposed to do this. И я совсем не предполагал этим заниматься. Because if you were a Jewish boy, Потому что если вы еврейский мальчик, you were supposed to be a doctor. То вы должны стать доктором. Or an accountant. Или an accountant, you know, with numbers. Или там счетоводом, бухгалтером. Or a lawyer. Или юристом. Or else the Jewish girls wouldn't look at you. Иначе нормальная еврейская девушка на вас не посмотрит. And you couldn't get a date. И у вас ничего не получится. With a girl. Не сможете девушку себе заполучить. And if I would ever go to a girl's house, и даже если я приду к ней в дом к девушке, and the father would say, so, what are you studying? И папа меня спросит, а чему ты учился, чему ты учишься? And if I didn't say medicine, И если я не отвечу в медицине, the father would look at the daughter, папа посмотрит на дочку, get him out. Избавься от него. So my family expected me to be a doctor. Так что моя семья ожидала, что я тоже стану врачом.
But the cosmos Но космос, had different plans for me. у него были другие планы на меня. And my hand wrote theater. И рука моя написала театр. And I didn't tell my mother. А я маме не сказал про это. I said I'm going to study to become a professor. Я сказала маме, что я пойду учиться, чтобы стать профессором. And she said, okay, good. Она согласилась, хорошо. And after I finished college, И после того, как я закончил колледж, I was inducted to the United States Army. меня призвали в армию. And then I went to New York И я переехал в Нью-Йорк, to become an actor. чтобы стать актером. And I became a Shakespearean actor. И я стал шекспировским актером. And I loved it. И мне это очень нравилось. But there were times when I didn't work Но были времена, когда у меня не было работы, я не работал as an actor. как актер. And there was no money. И денег тогда не было. But I had a degree from college. Но у меня была степень после колледжа. So I went to the Board of Education Поэтому я продолжил обучение in New York. в Нью-Йорке. And I said I could be a substitute teacher. И я сказала, что я могу быть учителем на замене. If a teacher is sick, Если учитель болен, call me звоните мне, and I would come in. и я приеду. Very good money, Очень хорошие деньги за это платили. $100 a day. $100 в день. So I thought I would be an actor. И я думал, я буду актером. And when I wasn't working, А когда у меня не будет работы, which was all the time, что происходило все время, I would teach. я буду преподавать. So I began to get calls every day. И мне стали звонить каждый день. Come to Brooklyn, В Бруклин приезжай, to the Bronx, в Бронкс, to the Queens, в Квинс, Manhattan. Манхэттен. And then I began to love teaching И мне понравилось преподавать more than acting. больше, чем играть. And I hated myself И я себя возненавидел. because I'm supposed to be an artist. Я же собирался быть актером. And the cosmos is saying, И космос мне говорил об этом. you're a teacher. Теперь он мне говорит, ты учитель. I don't want to be a teacher. Я не хотел быть учителем. I'm an artist. Я художник. And then I remember 1963, И потом я помню, в 1963 году my president, мой президент John F. Kennedy, Джон Кеннеди was assassinated. был убит, застрелен. And my world came to an end. И мир для меня рухнул. And I couldn't stay in America anymore. И я больше не мог оставаться в Америке. America was not my country anymore. Я почувствовал, что Америка больше не моя страна. My president was dead. Мой президент умер. And so I wanted to go somewhere else. И я захотел поехать куда-нибудь еще. So I went to the Japanese embassy. И я пошел в японское посольство. And I said, I'm a teacher of English. И я сказал, я преподаватель английского. Take me to Japan. Возьмите меня в Японию. Put me in a rice paddy. Поместите меня на рисовый коврик. Just get me out of America. Заберите меня из Америки. I will teach anywhere. Я буду преподавать где угодно. And they said, нет, Они сказали, нет, you are not a Japanese citizen. ты не гражданин Японии. So I went to the French embassy. Я пошел во французское посольство. And I said, put me in the wine country. И они меня сказали, ну поместите меня в Anywhere. какой-нибудь винный район, ну куда Just угодно. get me out of America, Только заберите меня из Америки. and I will teach English in France. Я буду учить английскому и французскому, английскому во Франции. And he said, no, Они сказали, нет, you're not a French citizen. ты не французский гражданин. So I met a friend in the evening. И вечером я встретился с приятелем, I was 27 years old. мне было 27 лет, And she said, why don't you go to Israel? и она мне сказала, а что ты не хочешь в Израиль поехать? If you go to Israel, Если ты поедешь в Израиль, you'll get a free airline ticket, у тебя будут бесплатные, ты получишь бесплатный билет на самолет. 6 months to study Hebrew, У тебя будет 6 месяцев на изучение иврита, and you don't have to work, тебе не надо будет работать. and you will be in the student dormitory
И ты будешь старший студент. And you don't have to pay anything. И тебе ни за что не надо будет платить. I said, this is wonderful. Я сказала, это замечательно. Where is Israel? А где Израиль находится? And I didn't have an iPhone. У меня еще не было айфонов, It was in the 60s. потому что это было 60-е годы. So I had to go to the library. Мне пришлось пойти в библиотеку. And I said, bring me some maps. Я сказала, принесите мне карту. And I'm looking for Israel. Я ищу Израиль. And I see Syria, Я увидел Сирию, Lebanon, Ливан, Egypt, Египет, Greece, Грецию, Turkey, Турцию. and I can't find Israel. Но я не мог найти Израиль. And so I went out into the ocean, Я тогда стал искать в океане, into the Mediterranean Sea. и в Средиземном море. And there was a word Israel И там было слово Израиль. with an arrow И стрелочка шла из Средиземного моря to where the country is supposed to be, в то место, где предполагалось должна быть эта страна. but it was too small Но она была слишком маленькая to put the word Israel. для того, чтобы разместить там слово Израиль. So they had to put Israel in the Mediterranean Sea, И поэтому им пришлось написать на Средиземном море. where a lot of people would like to see it today. No, that's politics, forget about it. Okay. Где многие люди, конечно, хотели бы видеть Израиль, или чтобы он там утоп. Но это политика, мы не будем ее затрагивать. So the next day, again, my guides И на следующий день снова мой руководитель in the cosmos в космосе are telling me, сказал мне, leave America, брось Америку, go to Israel. езжай в Израиль. How do I tell my mother? Что же я мог сказать своей маме? But my guides are stronger than anything, Мой руководитель был сильнее, чем and что they бы то ни take было. me to where I need to go, И они привели меня в то место, где мне надо было быть. and I follow without question. И я следовал за этим безо всяких вопросов. I'm scared, Я был напуган. but I know if I listen, Но я знал, что если я буду слушать everything это, will be okay. все будет в порядке. So I went to the Jewish agency, И я пошел в израильское посольство. and I said, give me a free ticket И я сказал, дайте мне бесплатный билет on El Al. на американские авиалинии. And the man there said, sit down. Мужчина мне там сказал, присядьте. Do you know anything about Israel? Ты что-то знаешь про Израиль? I said, no. Я сказал, нет. Do you have family there? У вас там семья? I said, no. Я сказал, нет. Do you have friends there? У вас там друзья? I said, no. Я сказал, нет. He said, do you speak Hebrew? Он спросил, вы знаете иврит? I said, no. Я сказал, нет. He said, what is your profession? Он спросил, а чем вы занимаетесь, какая у вас профессия? I said, I'm a Shakespearean actor. Я сказал, я шекспировский актер. He said, you will be very successful. Он сказал, вы там будете очень успешны. I said, how do you know? Он спросил, откуда вы знаете? He said, because in the book of Psalms, Потому что в книге, the book of David, книгах Давида it says that God will protect the schmucks. было сказано, что Бог защищает идиотов. So I came, И я приехал. and I studied Hebrew, Я стала учить иврит. and I received a job as a teacher И я получил работу учителя in a place called Eilat, в том месте, которое называется Эйлат. which is on the Gulf of Aqaba. Это в проливе. November the 5th, November the 5th, 5 ноября 1960, в 1965 году my guides told me мой руководитель сказал мне at 3 o'clock, в 3 часа go to the beach, пойди на пляж, your wife is waiting. там ждет тебя твоя жена. So I went to the beach, И я пошел на пляж. and my guide said she's going to be there, И мой голос свыше сказал, что она должна быть где-то там. so I waited, И я ждал. and I heard a woman speak, И я услышал, как женщина говорит.
And without looking at her, И даже не глядя на нее, I said, that's her. я понял, это она. Now I had a problem. Но у меня была проблема. How do I come to meet her? Как же я могу с ней встретиться? Do I say, good afternoon, Мне надо сказать добрый день. my name is Lenny, Меня зовут Ленни. you're my wife. Вы моя жена. So I knew that she was my wife, Я-то знала, что она моя жена, but she didn't know. но она-то не знала. So we began to talk. Мы начали разговаривать. And she lives in Jerusalem. Она жила в Иерусалиме. She was on vacation. И у нее был отпуск. And she said, I have to go back tomorrow. И она мне сказала, завтра я должна вернуться обратно. So I said, could I help you with your suitcases И я спросила, я могу помочь вам с вашими чемоданами? to get them on the bus? Проводить вас на автобус. So the next day, I took her to the bus, На следующий день я проводила ее на автобус. and I put her suitcases up on the top. Я положила на крышу ее She sat чемоданы. here, Она села здесь. and I said, I may never see her again, И я мог больше ее никогда не увидеть. so I have to tell her the truth. И я должен был сказать ей правду. I said, I'm your husband. Я сказал, я твой муж. I said, go home and tell your parents. Я ей сказала, поезжай домой и предупреди родителей. And I will come up next week А я приеду на следующей неделе and meet them и встречусь с ними. and ask them И спрошу их. for your hand in marriage. И попрошу у них твоей руки. And she didn't say anything. She didn't say И why. она ничего не сказала. Она не сказала как. She didn't say no. Она не сказала нет. She's okay. Она сказала хорошо. So the next week I went, На следующей неделе я поехал с визитом. big family, Огромная семья. 8 children 8 детей. in a small apartment. Маленькая квартирка. Religious people. Религиозные люди. But they made me feel very, very much at home. Ну, я очень чувствовал себя дома. Они сделали так, что я чувствовал себя как дома. And I asked her father when we could marry, the soonest we could get married. И я спросила у ее отца, как быстро мы можем пожениться, самое быстрое, когда это возможно. And he looked at the calendar Они посмотрели календарь. and he said, you can't get married until the 21st of December. Он сказал, до 21 декабря никак не получится. I said, why? Я спросил, почему? He said, because there's Hanukkah Он сказал, потому что Ханука, in the middle, and so you have to wait. и вам придется подождать. So we met on the 5th of November, И так что мы встретились 5 ноября, and we were married on the 21st of December. и 21 декабря мы поженились. We knew each other 6 weeks. Мы были знакомы 6 недель. But because she was religious, Но так как она была религиозна, we didn't know each other too well. мы не очень хорошо друг с другом были знакомы. Our first son was born in 1966. В 1966 году родился наш первый сын. Today he's an actor, Сейчас он актер, producer, продюсер, director, режиссер. and we perform together in Israel. И в Израиле мы делаем вместе представление. And in 1967, В 1967 году, when he was only 6 months old, когда ему было только 6 месяцев от роду, there was a war called the 6-Day War. была война, которая называется шестидневная война. And on the 21st of June, И 21 июня, after the war was over, после того, как война закончилась, we decided to go to the United States мы решили переехать в Штаты. and to go to a place called Birmingham, Alabama, И поехали в Алабаму, в Бирмингем, because my sister was there, потому что там жили мои сестры. and she's the only family I had. Там жила моя сестра, это все, что осталось от моей семьи. So we went to Birmingham, Alabama, И мы поехали в Алабаму, в Бирмингем, and my wife wanted to become a psychiatric social worker. и моя жена решила стать социальным работником в области психиатрии. And I wanted to be a teacher. А я собирался стать учителем. Now in Birmingham, Alabama, in the 1960s, В 60-е годы в Бирмингеме, штат Алабама, there was apartheid. там был парадайз,
Apartheid is the black. Апартеид там был. The black people lived here. The white people lived here. Там существовал апартеид. Белые люди, черные люди жили врозь. You had a theater for the black people. Был отдельно театр для черных. A school for the black people. Отдельно школа для черных. A drinking fountain for the black people. Отдельно питьевые фонтанчики для черных. A toilet for the black people. Отдельный туалет для черных. And everything else was for the white people. И все остальное для белых. The only place a black and white person could be together Единственное место, где черные и белые могли быть вместе, was in an elevator. это был лифт. So when I came to Alabama, Когда я приехал в Алабаму, there were no white male teachers. не было белых учителей мужчин. All the teachers were women Это были только женщины-учителя. because the salary Потому что was so low была такая низкая зарплата, that there was the poverty. что был очень высокий уровень бедности. $4,500 a year was poverty, Это было уже ниже уровня бедности. and $5,000 a year was for teaching. То есть $4000 это был уровень бедности, а $5000 то, что получал учитель. So if you're going to be a teacher, Если вы собирались быть учителем, you live in poverty. вы были гарантированы жить в бедности. And I needed to be a teacher, А мне нужно было быть учителем, not to do anything else, потому что я больше ничего не мог делать. because that's what my guides told me to do. Это потому что это то, что мне велел голос свыше. And the only way I could get a job in Birmingham И единственное, как я мог получить работу в Бирмингеме, is to agree to go to a black school. это согласиться пойти в черную школу. No, thank you. Because it was the end of apartheid. Потому что уже это был конец апартеида. The Martin Luther King, Мартин Лютер Кинг, I have a dream, у меня был сон, and forced the government to make a law that black and white children must be together in the same school. или там у него была мечта, и он давил на правительство для того, чтобы детям разрешили учиться вместе. So they asked me if I would be willing to go to a black school. И меня спросили, не соглашусь ли я пойти работать в черную школу. And I said, of course. Я сказал, конечно. I spent 4 years Я провел 4 года, teaching English обучая английскому языку, and taking my theater background и используя свой театральный опыт, and once a year directing an English, an American musical. и раз в год мы ставили на английском языке мюзикл. Like Chicago. Вроде как Чикаго. Guys and Dolls. Bye Bye Birdie. Well, you know what I'm talking about. When you see your star. And then I received a master's degree Я получил степень in education. мастера по образованию. And my wife received a BA in social work. А жена стала бакалавром по социальной работе. And I was offered a position at the University of Alabama И мне предложили место в университете Алабамы to teach theater. для того, чтобы преподавать театр. And then my guides spoke to me again. И опять мой голос свыше сказал мне. By this time I had 3 children. У меня к этому времени уже было 3 детей. And the guides told me, you've got to go back to Israel. И этот голос сказал мне, тебе нужно обратно в Израиль ехать. And I didn't want to go. А я совсем не хотел ехать. Because America. Потому что я был в Америке. Hello. To be a teacher at the University of Alabama. Быть преподавателем в университете Алабамы. And go back. И оттуда уехать. To this little place. В это маленькое место. I had to go back. Но мне надо было вернуться. Because I can't fight with my guides. Потому что я не мог бороться с этим. They'll kill me. Иначе бы он меня убил. And I mean that. I will be dead. Я понимала то, что я тогда погибну. Spiritually. Духовно. So I came back to Israel. Я вернулся в Израиль. And I began teaching English. Я начал преподавать английский. In a place called Nazareth. В месте, которое называется Назарет.
And then my guide spoke to me И опять этот голос свыше поговорил со мной and gave me a book и дал мне книгу. called Gestalt Therapy, Эта книга называлась «Гештальт-терапия», verbatim, дословно. Fritz Perls. Фриц Перлсон. I read this book Я прочитала эту книгу, and I said, this is my life. и я сказала, это моя жизнь. I never studied psychology. Я никогда не учился психологии. My wife got her MSW in social work Моя жена получила степень по социальной работе, as a psychiatric social worker. как психиатрический социальный работник. For me, and she was a classical Freudian. Для меня она была как классический психоаналитик фрейдистский. So for me to mention Gestalt И поэтому для меня упоминать гештальт was like saying to a Muslim, это все равно, что сказать мусульманину pig. поросенок, свинья. Because Gestalt was Потому что гештальт это было alternative. что-то очень альтернативное. This is the real stuff. Вот здесь все написано как Freud. надо. Фрейд. You know, Знаете, intellectual, очень интеллектуально, academic. академично. You have to understand Вам надо понимать and interpret и интерпретировать. the dreams of the person. Сновидение, личность. In the Freudian model, Потому что в фрейдистской модели the doctor is God доктор это Бог, and the patient is. а пациент это... And so I love the Gestalt because of its humanistic И я полюбил гештальт, потому что это гуманистичный. approach. Это гуманистичный подход. Гуманистический подход. So my sister moved to New Orleans, Моя сестра переехала в Новый Орлеан. and she invited me to come to visit in New Orleans, Louisiana. И она пригласила меня в гости в Новый Орлеан, в Луизиану. And now my guides were speaking to me so loudly, Gestalt, Gestalt, И Gestalt, теперь мой Gestalt. руководитель так очень громко мне говорил гештальт, 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 гештальт. I asked my sister, when I come to New Orleans, И когда я приехала в Новый Орлеан, я спросила сестры, I want the Gestalt community где здесь гештальт-сообщество, in New Orleans to meet me. с которыми я могу встретиться в Новом Орлеане. So when I came to New Orleans, she introduced me И когда я приехала в Новый Орлеан, она представила меня to a woman by the name of Ann Teachworth. женщине по имени Энн Тичворт. And I liked her model of Gestalt И мне очень понравилась ее модель гештальта, because she had her patients, потому что она принимала пациентов but she also had teaching. и также преподавала. And I said, I'm not a psychologist, И я сказала, я не психолог, I'm a teacher. я преподаватель. So I'm going to go back to Israel Я вернусь в Израиль and take her model и взял ее модель and teach Gestalt. и буду учить гештальту. I'm not a psychotherapist. Буду учить других психотерапевтов. That's my wife. Вот это моя жена. So when I came back to Israel, И когда я вернулся в Израиль, I wanted to open up an institute я решила открыть институт. called the Gestalt Institute И назвал это Гештальт-институт. without knowing about Gestalt. Ничего не знаю о гештальте. But I don't believe Но я не верил, that you have to know, что нужно что-то знать. you have to do. Надо делать. Because my guides told me, do this. Потому что мой руководитель сказал мне, действуй, And I делай. said, I don't know Gestalt. Я сказал, я же не знаю And гештальта. they said, shut up. Он сказал, заткнись. Just do what we tell you. Делай, мы тебе подскажем. So I had to look for a person who knew about Gestalt Я стала искать человека, который что-то знает про because гештальт. I didn't know what it was. Потому что я не знал, что это такое. How do you learn about Gestalt? Как вы узнали про гештальт? You open an institute. Я открыл институт. People come to learn. Люди пришли учиться. You have to teach. Надо учиться. You have to start looking in the book Надо искать в книжках что-то. because they start asking questions. Потому что они же вопросы начинают Wait, задавать. I'll be right back. Я говорю, подождите, я должна посмотреть.
And I found this woman by the name of И Susie. я нашел женщину по имени Сузи. And I thought she knew about И Gestalt. я думал, что она что-то знает про гештальт. And she thought I knew about А она Gestalt. думала, что я что-то знаю про гештальт. So we opened the first Gestalt Institute in И Israel. мы открыли первый гештальт-институт в Израиле. There was no Gestalt Institute. До этого там не было There гештальт-института. was a Gestalt therapist in Jerusalem, Был какой-то гештальт-терапевт в one in Иерусалиме, Tel Aviv, кто-то был в Тель-Авиве, but we were the center. а мы стали центром. And people came all over И люди стали отовсюду приходить, because Gestalt is very attractive, потому что гештальт очень because привлекательный, it's very human. потому что он очень человечен. And there's no lying on the couch Там не нужно лежать на and кушетке, the doctor writing down. а доктор что-то his за собой interpretation. записывает, какие-то It is- интерпретации. It is the meeting, Это встреча, like Martin Buber, как писал Мартин the Бубер. meeting of the souls. And Встреча there is no душ. difference В этом нет различий between the therapist между терапевтом and the patient. и пациентом. You are both in the here and now, Вы оба присутствуете здесь и сейчас. yourselves Ваши личности, with your awareness. через ваши личности, через ваше осознавание. And I wasn't practicing psychotherapy. Я не практиковал психотерапию. Big groups like this Такие большие группы came to learn, приходили учиться, примерно столько же людей, сколько and I would здесь. practice with them, И я с ними занимался практикой. instinct, Инстинктивно. until one day До тех пор, пока в один день, однажды, someone asked a question about theory, кто-то не задал мне теоретический вопрос. and I said, "Ask И Susie. я сказал, ну спросите у Сузи. She knows Она Gestalt." знает гештальт. And Susie said, "Ask Lenny." А Сузи сказала, у Лени спросите. And I said, "I thought you knew." И я сказал, я думал, ты знаешь And she said, "I гештальт. thought you knew." Она сказала, я думала, ты знаешь. And so we decided to go to the Los Angeles Gestalt Institute. И мы решили поехать в Лос-Анджелесский They were гештальт-институт. teaching in Italy, Они как раз проводили учебную программу в Италии. and we went there for 2 weeks. Мы туда поехали на 2 недели. And we came back, we knew a little bit more. И когда мы вернулись, мы немножко больше уже знали. One day, Susie said to me, Однажды Сузи сказала мне, "Do you notice that when people come to learn with us, ты знаешь, что люди приходят к нам учиться? they laugh a lot? Ты замечаешь, что когда люди, которые приходят к нам учиться, очень много смеются. And there's something therapeutic in the laughter." И ты видишь, что в смехе есть что-то терапевтичное. And I said, "Why are they laughing?" И я спросила, а почему они смеются? And she said, "You are funny." Она сказала, ты такой смешной. I said, "What am I doing?" Но это то, что я делаю. She said, "You better find out. Она говорит, что ну лучше ты вот обрати на это внимание. Because what you have Потому что то, что у тебя есть, is therapeutic. оно терапевтично. You can make people laugh, Ты можешь заставить людей смеяться, that's therapeutic. и это терапевтично. You let people see the humor in their lives, Ты можешь помочь людям увидеть юмор в их жизни, and you can teach them the most important thing in the world, и ты можешь научить их самым важным вещам в жизни, в and мире, that's to stop taking themselves so seriously чтобы они перестали так серьезно к себе относиться and to learn to laugh at themselves. и научились смеяться над собой. Because this tool that you can give them Потому что это тот инструмент, который ты можешь will им save дать, their lives. он может спасти им жизнь. It will save their marriages. Это может спасти их семью, It will save their children. может спасти их детей, Because they will understand the world of humor потому что они начнут понимать мир юмора and Gestalt. и гештальт. So in 1993, Итак, в 1993 we advertised the first мы разрекламировали, мы объявили первый ever Gestalt humor and laughter workshop. первый воркшоп по гештальту, юмору и смеху. For 2 days. Двухдневный. And I had no idea what I was doing. И у меня не было никаких идей, что там делать. But I had a background in theater. Но у меня был опыт театра. It was so scary. Я очень боялся. But my guides wouldn't leave me alone. Но я очень боялся, что меня бросит мой. And they said, "You have to do this." Но он мне сказал, ты это просто должен сделать.
You can't go back into the egg. You're a chicken that came out of the egg. Ты птенец, который вылупляется из яйца. Ты не можешь вернуться обратно в яйцо. You have something that the whole world У тебя есть что-то во всем мире. needs to learn. И это нужно узнать. Nobody else is doing this in the world. Никто в мире еще этого не делал. You're the first one. Ты первый. Go and learn how you're funny. Вылезай и узнай, насколько ты смешной. And teach people to use that in their lives. И научи людей использовать это в своей жизни. So I went to study laughter therapy. И я начал изучать терапию смехом. I went to California. Я опять поехал в Калифорнию. And I studied with a psychotherapist. И я учился у психотерапевта. By the name of Annette Goodhart. Которого звали Нет Гудхарт. And what she would do is teach her patients how to laugh. И она учила людей, как смеяться. And even when they were talking about the deepest pain, И даже когда они говорили о самой глубокой боли, to find the laughter in the pain. они старались найти того, кто смеется в этой боли. And from there I went to study at the AATH, which I will translate, it means the Association of Applied and Therapeutic Humor. И потом я стал учиться в ассоциации по применению юмора в психотерапии. People in the United States, I just came back 2 months ago. Люди из Соединенных Штатов, которые только приехали 2 месяца назад, как приехали, Who study humor as healing. они изучали юмор как что-то целительное. 70% of the people I met 70% людей, которых я встречал at the conference на конференциях, all suffered from cancer, страдали от рака, and they got out, и они выздоравливались. and they are now cured. И они теперь вылечились. And they are studying humor И они изучали юмор, because they believe потому что они верили, that the humor and the laughter что юмор и смех is the antidote – это противоядие to anxiety, тревоги, to stress, от стресса, to worry, беспокойства, that is the disease. который говорит, что вот это и есть болезнь, The disease is not in the food. что болезнь не в еде, The disease is in the thinking. а болезнь в мышлении. And I began to teach Gestalt and humor and laughter И я начал преподавать гештальт, юмор и смех as a course как курс for teachers. для учителей. In Israel, teachers receive a sabbatical every 7 years. Каждые 7 лет в Израиле учителя должны проходить повышение квалификации. And one of the courses they could study И один из курсов, который они могут изучать, was my course это мой курс in Gestalt по гештальту and Gestalt humor and laughter. и гештальту, юмору и смеху. I'm going to stop here now Я бы сейчас здесь остановился, because I took you from a journey потому что я уже так прошел по всему of how I путешествию, was open как я стал открыт to the messages, к этим посланиям, not of my parents, не от моих родителей, not of my teachers, не от моих учителей, and not of my wife. и даже не от моей жены. Now she came to me, my wife came to me, Сейчас жена подходит ко мне, because she was studying Winnicott потому что она стала изучать Винникота and self-psychology. и эго-психологию. And she said, I have some articles in English, И она говорит, у меня вот здесь есть статья на английском, and I can't read English. а я по-английски не могу читать. Please read these articles for me Пожалуйста, прочитайте статьи для меня and tell me what's in them. и расскажи, о чем там идет речь. So I read the articles on self-psychology, И я прочитал статьи по эго-психологии. and I said, congratulations. И я сказала, поздравляю тебя. I said, psychotherapy at last is approaching Gestalt. Наконец-то психотерапия приближается к гештальту. At last, Наконец-то. you people are becoming human. Вы начинаете становиться людьми. Now you're saying this to a pure Freudian, И я говорю это совершенно такому чистому психоаналитику фрейдистскому. it's like coming to the Pope Это все равно, что прийти к папе and say, Maria never existed. и сказать ему, что вот doesn't exist.
что Дева Мария не существует. So my mother, same thing, Floyd, Моя мама, моя жена, said, stop it. моя сказала, хватит, Give me back my article. отдай мне мои статьи. I said, don't you understand that psychotherapy, psychoanalysis is finally learned Я говорю, неужели ты не понимаешь, что the truth психотерапия, психоанализ наконец-то поняла, в чем of what правда therapy is? о том, что такое психотерапия. It's not in the interpretation. Это не интерпретация, It's in the meeting это встреча of two people двух людей in a place вместе, where no one has ever met them before, где они никогда раньше не встречали друг друга, to give confirmation. для того, чтобы получить подтверждение. Because people coming for therapy are coming for one thing. Потому что люди, которые приходят на терапию, они They приходят want за to be единственной вещью, они хотят получить подтверждение. Tell me I'm okay. Скажи мне, что я в порядке. Because in my mind, everything I do is wrong. Потому что в моей голове все, что я делаю, это I do неправильно. this and I'm guilty and I do that and I feel terrible and I do Я this. делаю это и чувствую себя I'm виноватым, a я terrible делаю это person. и чувствую себя ужасным человеком. And in the Gestalt, we meet the person А в гештальте мы встречаемся с людьми where nobody else dares to meet them в том месте, где никто не рисковал с ним without встретиться. saying something like, you shouldn't think like that, Вместо того, чтобы сказать, тебе не следует так stop думать. that, Хватит. just accepting Мы просто принимаем. and loving the here and now, И любим его здесь и сейчас. loving the what is, Любим то, что the what присутствует. is, and loving the person who is in front of you, И любим человека, который перед нами. giving them the confirmation Даем ему подтверждение. that eventually is the cure. И в чем и заключается исцеление. And my wife said, get out. А моя жена сказала, пошел вон. So I sang her a song, Тогда я спел ей песню. and she hates when I sing. А она ненавидит, когда я пою. That's why I sang. И поэтому я и спела. I also do other things to piss her off. Я также еще сделала много всяких других вещей для того, чтобы как-то ей... When she gets angry and starts to yell at me, Тогда она совсем разозлилась и стала орать на I меня. say to her, what did you want, darling? Я сказала, дорогая, ну что ты хочешь? And she says, I hate when you do that. Она говорит, ненавижу, когда ты так делаешь. And then she walks away. И ушла. And I get peace and quiet И мне тогда я приобрел мир и покой for 2 weeks. на целых 2 недели. Mahatma Gandhi said, Махатма Ганди говорил, without a sense of humor, без чувства юмора I would have committed suicide я бы уже покончил с собой a long time ago. много времени тому назад. So I'm stopping here because we have just about 10 minutes for questions and maybe Я сейчас остановлюсь, потому что у нас осталось только 10 минут для вопросов и, может быть, maybe a little bit of an experiment. какой-то немножко эксперимент. Any questions? Вопросы. Я так поняла, что договориться с гидом гораздо проще, чем с женой. I understood that it is much more easier to accept the guide than to make to the point with the wife. Easier to what? Easier to make the contact with your high guide than to come to the same point with your wife. Rather than listen to my wife? Yes. But I'm sorry. My wife accepts me Моя жена принимает меня, because I make her laugh. потому что я заставляю ее смеяться. We're married for 48 years, 48 лет мы женаты, and we could never survive и мы никогда не могли выжить without the laughter. без смеха. Как объяснить, зачем человеку жена? How to explain what for the person needs a wife? How do I explain what? Why the man needs a wife? Why does a man need a wife? Зачем человеку жена? My guides told me that's what I need. Сказал мне, что это то, что мне нужно. Не объяснить.
And I was getting messages all the time. И я все время получаю какие-то послания. And they said, now. И он сказал, вот сейчас, пора. I didn't ask, I don't need a wife, I don't want... Я не спрашивал, They нужна said, now. жена или не нужна. Он сказал, вот пора, сейчас. She's waiting. Она тебя ждет. That's it. Вот и все. То есть это есть. I was 29 years old, Мне было 28 лет, and she was 24. а ей было 24. I don't know why a man needs a woman. Я не знаю, зачем мужчине нужны женщины. My guides told me what I have to do, Мне мой руководитель говорит мне, что надо делать. and if I don't do it, it's going to be miserable. А если я не буду этого делать, это будет что-то ужасное. And they will cause me much more pain than my wife. И я тогда получу гораздо больше, это принесет мне гораздо больше боли, чем может принести моя жена. And they can make me sick. Это я могу заболеть от этого. They've made me sick Я болею от этого. because I didn't listen to them. Потому что иногда я их не слушаю. And my body suffered pain, И тогда мое тело страдает от боли. and I became sick. И я заболеваю. Anybody who's not listening Любой, кто не to слушает the truth правду, is going to be sick. начинает болеть. А что вы называете вот этот внутренний голос? Что это такое? Со мной никто не разговаривает. Я с вами разговариваю. What is it, this voice of your guide? It's a feeling. Это чувство. Like when I read the book Gestalt, Так же, как было, когда я прочитал книгу по гештальту. I didn't say, I can't read this because I'm not a psychologist. Я не сказал себе, я не могу эту книжку читать, потому что я не психолог. They gave me the book. Мне дали книжку. My body began to resonate. Мое тело начало резонировать. This is my Bible. Это моя Библия. This is my life. Это моя жизнь. And I read it again and again and Я again and перечитывала again. ее снова и снова. And I did the experiments on myself. Я стал делать эксперименты с собой. My body was suffering from different pain. У меня в теле были разные боли. And I went inside, like the book said, and see the pain. И когда я сделал так, как написано в книжке, я обратился Describe внутрь the pain. себя, почувствовал And боль, put the pain описал in the боль chair. и поместил боль на стуле. And the first thing I ever saw was this, like a sword И первая вещь, которую увидел, это был как меч in front of me, передо мной, black, черный, sitting here. который был помещен здесь. And I opened the dialogue with the sword. И я начал диалог с этим мечом. And then I became the sword. И я сам стал мечом. And I felt for the first time peace. И я впервые почувствовал мир. And I said, this is my life. И тогда я сказал, вот в этом это моя жизнь. My guides don't talk to me, say, hello, Lenny. Это Бог не говорит со мной так про то, что Ленни, алло. They go, "Ooh, it's something inside. Это что-то внутри. To come to Moscow, Чтобы приехать в Москву, they told me, you're going. он сказал, что, поехал? I said, why? Я сказал, зачем? Shut up. Ну, заткнись, Go. поезжай. I'm here because of them. Я здесь из-за них. No words, it's just, Это не слова. you're going to Moscow. Это просто движение мышц. Можно спросить? А это давно? В каком возрасте? Moscow? Про Когда Москву? впервые? Нет, в смысле голос вообще. The first time Yes. in my life? In your life. Про гештальт. Was it? The first time I remember Первый раз я помню, was I was in high school. я был в старшей школе. I was a very bad student Я был очень плохим студентом. because I was considered disturbed. Даже я думаю, что я был сильно порушенным. Меня считали порушенным. And my mother came to school И мама пришла в школу. and she said, what's wrong? Она спросила, в чем дело. And they said, he's too happy. И они ответили ей, он слишком счастлив. A happy person can't learn. А счастливый человек не может обучаться. He has to be serious. Он должен быть серьезным. So my mother came to me И мама пришла ко мне and gave me my first gift. и сделала мне первый подарок. She said, Lenny, Она сказала, Ленни, I deserve the certificate from your school.
Я заслужила диплом от твоей школы. More than you. Больше, чем ты. I said, why? Я спросила, почему? She said, because I'm there more than you. Он сказал, потому что я была в школе больше, чем ты. My mother made me laugh И мама заставила меня смеяться. because she knew I was okay. Потому что она-то знала, что со мной все в порядке. And she knew the school was full of shit. И она знала, что школа это дерьмо. And she knew the society is full of shit. И она понимала, что это вот вся школа, вся And there's only жизнь one полна. truth, Но она знала еще одну правду. and that's my truth, И это было и моей правдой. and your truth. И, может быть, вашей правдой. So I got up in the morning, and I И я lived проснулся утром. in an apartment. Мы жили в квартире. And I walked out of the apartment, and there's my neighbors. И я вышла из квартиры, вот здесь были соседи, двери соседские. The first двери. time my guides talked to me was И первый раз, когда этот руководитель they говорил со мной, changed the apartment, my neighbors, they changed it into a college dormitory. in what? The college dormitory. When you go to college, you live with other students. Это превратилось в спальню, общежитие. And I saw myself as a student И я почувствовала себя in студентом college. в колледже. And I said, oh, okay, Joe lives here, my friend Joe, И я представила себе, вот здесь живет and my мой friend друг Джо, Sam lives here. а мой друг Сэм живет здесь. And they helped me И они помогают transform my home преобразить мой дом into a college dormitory. в общежитие колледжа. And I said, I can't go to college. И я подумала, ну я же не могу поступить в колледж, I'm disturbed. потому что я с задержкой развития. And I went to study, I went to take a test Мне нужно пройти тесты to see if I could go to college. для того, чтобы проверить, смогу ли я поступить в And they колледж. said, don't go. И тесты мне говорят, нельзя, не поступишь в колледж. You don't have the intellectual capacity. У тебя нет достаточно интеллектуальных способностей. And my guides made me see that I'm in college. А I'm there already. мой руководитель помог мне увидеть, что я могу быть в колледже. You're there. Ты уже там. So no university would accept me. Ни один университет меня не принимал. There's only one place И только одно место, that would accept me, куда меня приняли, and that was a college near my house, это был колледж недалеко от моего дома, and you could study there at night. и там можно было обучаться вечерами. And they would accept anybody. И они всех принимали. They would accept retarded chimpanzees. Они могли бы даже слабоумного шимпанзе взять. And the only way I could survive Единственное, как я мог выжить, was to cheat. это было дразниться, насмехаться, And so I хорошо, cheated жульничать. on, И я жульничал. on tests, and I В got тестах. grades enough И to получил go достаточно большие баллы to Boston для того, чтобы можно было поехать в Бостон and to study BA и выучиться на бакалавра in English literature в английской литературе. because I couldn't tell my mother Потому что я же не мог сказать маме, that I was studying acting. что я буду учиться актерству. So I had to tell her I was going to be an English professor. И поэтому мне пришлось стать английским преподавателем английской литературы. But that's the first time I remember that Но my это guide первый раз, spoke to me. когда я помню вот это ощущение, что Everything was against, все было против меня. but my guides kept pushing me forward. Но мой руководитель looking подталкивал for меня new вперед, для того, places. чтобы я искал новое место. And this is the Gestalt, И в этом гештальт. that when you start to scan, Когда вы начинаете искать, suddenly there's the background есть какой-то фон, and the foreground. и что-то есть впереди, This becomes foreground. и это становится фигурой. Go study here. Иди учиться сюда. Don't worry, I'll get you through. Не беспокойся, я тебе помогу проскочить. Scan, boom. Смотришь, This is the ищешь. foreground. Вот здесь вот еще. Don't worry, I'll get you there. Не беспокойся. You will get there. Я тебя туда проведу. Ты туда попадешь. And every time, I want to tell you, I must tell you, I know I'm over the time, but I Я want to tell понимаю, you что я one уже story. мало времени осталось, но я хочу рассказать еще одну When I историю. was in Birmingham, Alabama, Когда я был в Бирмингеме, в Алабаме, I wanted to get a master's degree. я должен был получить мастерскую степень. And there was a university there called Samford, И был университет, который назывался Сэмфорд. not Stanford, Samford. Не Стэнфорд, а Сэмфорд. And it's a Baptist university, Это баптистский университет. religious for Baptists. Там
религиозный институт. Okay, and I'm Jewish. А я еврей. So I go to this university and I said, Я пошел в этот университет, и я сказал, I'm going to study there. я собираюсь у вас учиться. There's no question about it. I'm going there to study and get my master's degree. Нет никаких сомнений, никаких вопросов, что я собираюсь там учиться. So I came there and they said no. Я туда пришел, они говорят нет. I said, why? Я спросил, почему? They said, you have a 78 average from college. You have, 78. что 78, And you need an 84 а у тебя только 78 баллов, а нужно 84 to be accepted. для того, чтобы тебя приняли. So I said, I don't know why I said this. I don't know why. I Я не said, знаю почему, но я I сказал want вот to see the так. president of the university. Я сказал, я хочу встретиться с президентом университета. Okay. Хорошо. So they made a meeting with the president. И они организовали встречу с этим президентом. I'm going to study there. Я собираюсь у вас учиться. I'm going to talk to the president. Я хочу поговорить с президентом. And I said to the president, I want to study here. И президенту я сказал, я хочу здесь учиться. And he opened up my file. И они открыли мою папку. He said, you can't study here. Они сказали, не можешь ты тут учиться. You have a 78. У тебя только 78 баллов, You need an 84. а нужно 84 балла. This is a Baptist religious university. Это баптистский религиозный университет. When you make a decision, this is going to be mine, Но у меня было решение, что что это будет мой университет. things happen that you don't understand. Мысли такие приходят, непонятно откуда. So I said something to him, I never prepared to say this. И я сказал им то, что я никогда не готовился I сказать. said, if Jesus Christ Я сказал, если бы Иисус were Христос sitting where you are now, сидит там на вашем месте, would he accept me? он бы меня принял. And I don't know why I said it, Я не знаю, почему я так сказал. but I'm going to study there. Но я собираюсь там учиться. So I made him Jesus Christ, И я сделал его Христом. which is for every Christian a dream. Это мечта для каждого христианина. When I said to him, И когда я ему это сказал, I didn't know. он сказал, не My знаю. guides were telling me what to say. Это There was no left brain. это был не левое полушарие. That's why I love Gestalt. Почему я люблю гештальт? There's no left brain. Потому что не нужен там левое полушарие. It's all right brain. Так все происходит в правом полушарии. So when I said to him, if you were Jesus Christ, И я ему сказала, что если бы ты был Христом, would you accept me? ты бы меня принял. You know what his answer was? И знаете, что он ответил? Okay, Он сказал, хорошо, on condition. но с условием. So I got my MA. И у меня таким образом получилось, Because I said, my guides told me, you're going to study there. потому что мой руководитель говорил мне, учиться ты будешь там. If you stop thinking И если ты перестанешь об этом размышлять and just listen. и просто послушаешь. Steven Spielberg Стивен Спилберг was on a program called Actor Studio. It's a program where the directors and actors он ведет программу, где обучаются режиссеры, актеры. and they said to him, И они сказали ему, if you believe in heaven, если ты веришь в рай, when you die когда ты умрешь and you meet God, и встретишь Бога, what do you expect God to say to you? как ты думаешь, что тебе Бог скажет? And Steven Spielberg said, И Спилберг сказал, thank you for listening. спасибо, что ты меня слушал. Any other questions? Еще вопросы? We're over the time. Yes. Вы ничего не сказали о вашем отце, а как-то интересно. You didn't say anything about your father. Oh. Если можно. Can you say some words about him? My mother and my father Моя мать и отец, were in competition. у них было постоянное соревнование. Они One was always конкурировали. trying to be funnier than the other. Каждый старался быть смешнее другого. And when we would go to a party or a holiday, Если мы шли на какой-нибудь праздник или на вечеринку, my mother would tell a joke. моя мама любила рассказывать всякие шутки.
And everybody at the table would look at my father. А все тогда сразу начинали смотреть на папу. Because he now was going to tell a better Потому joke. что теперь была его очередь рассказать еще лучшую шутку. And when they didn't have an audience, И когда у них не было аудитории, they used me. они использовали меня. And my mother told me awful jokes. И моя мама рассказывала мне ужасные шутки. Stuff I wasn't supposed to hear. Некоторые, которые я вообще бы не хотела никогда слышать. And I didn't understand. Которые я не понимала. But I said, Но я делала вот так. because I knew she needed to hear that. Потому что я знала, что ей нужно услышать вот такое. Then my father would come to my bed. А потом папа приходил к моей постели So you want to hear a joke? и спрашивал, хочешь шутку услышать? And he told me a joke. И рассказывал мне тоже, что какой-нибудь. Very sexual. Очень сексуально. I'm 6 years old. А мне было 6 лет. And I know I'm not supposed to hear this. И я понимала, что мне не нужно было бы этого слышать. And I said, oh, Dad, that's Но great. я говорила ему, ха-ха-ха, папа, это замечательно. My father, when he was about 42 years old, Когда моему папе было где-то в районе 42 лет, got a terrible disease он очень сильно заболел, called Huntington's chorea, который называется where your brain loses, хорея, по-моему. your body loses control. Да, хорея. Okay? Корея Гентингтона. Да. Huntington's chorea. He could hear you and Он может talk, вас but he слышать, couldn't но eat. не мог есть, And he wanted to smoke a cigar. хотел курить сигары и не мог. So I was very ashamed. И это было очень стыдно. I was in high school, А я был в старших классах. so I couldn't bring my friends home. И я не мог приглашать друзей домой. And then I would go to the beach, Я пошел на пляж, and my father would come, и мой папа приходил and I туда. was so ashamed. Мне было так стыдно. I loved him, Я любил его, but I waited for him to die. но я ждал, когда он умрет. And when he died, И когда он умер, I was very sad, мне было очень грустно, but very relieved. но одновременно было очень сильное облегчение. And I still love the guy deeply. Very good Yeah. man. Good man. И я его очень сильно люблю до сих пор. Он был хорошим человеком. Terrible jokes. Ужасные шутки. Интересно, вот есть какие-то терапевты, которые никак не хотят принимать вот такой юмористический или подход. Are there some therapists who doesn't want around you or don't agree with such a playful way of psychotherapy, who argue with you that you should be serious? Oh yeah. Or now many people accept your position? Yes, in the beginning, В самом начале it was a very, very difficult journey это было очень сложное такое предприятие, because I was called a buffoon, потому что меня обзывали how? a clown, Клоуном, not a therapist. а не терапевтом. A therapist is serious. Потому что терапевты, они серьезные. And there is a thing called a tipping point. И есть вещь, которая называется tipping point. When you continue something that you believe in, Когда вы продолжаете делать что-то, во что вы верите, suddenly the whole world lights up. а неожиданно весь свет, весь мир освещается. And there was a man in India, a doctor, И был мужчина в Индии, врач, Dr. Madan Kataria, Мадан Китария, who developed yoga laughter, который развивал смеющуюся йогу. which is all over the world. И она сейчас распространена по всему миру. And then Patch Adams. И потом был Пэт Эдамс. Did you see the movie Patch Adams? Вы видели фильм? A doctor, Врач, who believed that the system was wrong, врач, который уверен, что система не права, that believed that humor and laughter который убежден, что юмор и смех is the cure. в этом исцелении. And in the world today, I don't know about Moscow, И в сегодняшнем мире, я не знаю, как с этим в Москве, they have medical clowns. существуют врачебные клоуны. Clowns that come into the cancer wards Те, клоуны, которые приходят в отделение онкологии and make the children laugh. и заставляют детей смеяться.
20 years ago, this was unheard of. 20 лет назад об этом даже нельзя было подумать. And many people И многие took люди me wrong, неправильно меня воспринимают. but I had no choice Но у меня не было выбора. because my guides would have made me sick Потому что иначе бы мой начальник if I наказал would бы have, меня if болезнью. I would have stopped and listened to them. Если бы я остановился бы и слушал их, а не